При финансовой поддержке сказочного королевства Фругольд II, Фонда помощи печеньям, Комитета активного присмотра за устойчивостью сельхозтоваров и агрокультуры и профессионального магического училища Абкалдуинич представляют. Итак, сегодня я бы хотел поздравить своего любимого сына Леонида II с днем рождения. Хотелось бы пожелать таких банальных, но таких важных вещей, как счастье, здоровье и удача. Также у меня есть подарок – игрушки из замка моего отца. Раритет из детства, можно сказать. Надеюсь, они тебе тоже понравятся. Спасибо большое, пап. Я найду им применение. Тогда сходи, поиграй с ними, быстрее привыкнешь. Не, фигня какая-то. Король Фруголь II всегда был щедрым на праздники человеком. В любой ситуации он старался быть оптимистом и часто делал себе маленькие сюрпризы. И этот раз не исключение. Сообщение тут же разлетелось по всемирной сети в разной части света, где и жили его друзья. О, поеду. И родственники. Дальние родственники. О, давно он мне не писал. Так, что тут? Ну, в принципе, можно и съездить. А также нашлись и те, кого не звали. Того, кто сорвал объявление, зовут Доминик Саркиста, но сам он предпочитает называться философом. И у него с родом Фругольда давние счеты. Ты обещал заплатить. Я строил часть твоего долбаного замка, а ты ничего. Старая ты тварь. Ты прекрасно знаешь о моих провалах в памяти. Работать ты сам решил без контракта. Откуда мне теперь знать, что ты не пытаешься меня обмануть? Откуда мне теперь знать, что ты не пытаешься содрать с меня больше? А за твой повышенный тон я теперь вовсе не буду ничего платить. Пошел вон отсюда. Это событие оставило отпечаток в разуме философа. И если сначала его мотивация отомстить была понятна, то выпитый с годами алкоголь затуманил разум,
и теперь он обозлился на все семейное древо. Слушай, я понимаю, что мой отец тогда был неправ, но он уже умер, и теперь я хочу рассчитаться с тобой. Здесь вся сумма. Я не хочу, чтобы между нами была какая-то вражда. К тому же, я наоборот хотел бы тебя нанять работать в моем королевстве. Ты хороший мастер в электрике, во всех этих механизмах. Мне такой нужен. Если ты хочешь, чтобы я у тебя работал, я буду работать. Но деньги лучше оставь при себе. Теперь он двигался в направлении, понятном только ему. Желание было не просто отомстить, а навредить всей семье. Пока один из героев уже был в дороге, время познакомить вас с другим героем этой истории. Правда, он об этом пока что не знает. Мяу! Всем привет! С вами Котти! Сегодня мы будем готовить очень необычное блюдо. Суп по моему авторскому рецепту. Как мы знаем, суп на 70% состоит из воды, поэтому главным ингредиентом будет вода. Мяу! А также нам понадобятся приправа, кунжут, картофель и масло. Покажется странным, но для начала нам нужно приготовить картофель. Его замачиваем водой, чтобы вышел крахмал, а в сковороде нагреваем масло. Вот, кажется, оно нагрелось. Время добавить к нему замочившийся картофель. Мяу, мяу, я забыл вылить воду, прежде чем добавить картофель. Мяу! Вот, я лишился работы. Это был мой единственный способ заработка. Как же мне теперь быть? Мяу, пойду напьюсь от горя. Эх, а мама говорила, что у меня талант в готовке. Парень, чего грустишь? Да с работы меня выгнали. Ну, бывает. А я сегодня вообще лампочку менял И что? И шандарахнуло меня все 220. О, это вообще... Вот. А я вообще считаю, что все вот эти проблемы, это неспроста. Это судьбой предначертано еще с самого рождения. Не знаю. Я вот считаю, что все проблемы это стечение обстоятельств в данный момент. Если ты в них выжил, то молодец. Ну, тут мнения всегда расходятся, так что не суть. А вот это вот что у тебя? Это валерьянка. Никогда не пробовал. Нальешь немного? Конечно, держи. Неплохо. Ну, конечно. Было бы плохо, я бы не пил. Слушай, а тебя случаем не Котти зовут? Ну, есть такое. А что? Да я о тебе наслышан от другой персоны. Хочешь, вас познакомлю? Даже не знаю. Хотя день все равно плохой. Пошли. Ну, куда мы пришли? Ты это, не волнуйся, но я тебя тут закрою до утра. Ты, главное, не паникуй, воздух тут есть, а утром открою. Мяу, что ты делаешь? Стой! Котти не знал, куда попал. Зря он согласился куда-то идти с незнакомцем. Или не зря. В любом случае,
Остается только ждать утра. Слушай, я уже устал озвучивать. Дай мне уже какую-нибудь роль. Вы сейчас, возможно, спросите, к чему здесь эта пауза, а она здесь к тому, чтобы предостеречь вас от ломания четвертой стены. Мы ее уже сломали. Блин, ну тогда смотрите. Ну так ты мне дашь роль? Ты уже появился в этом фильме, значит у тебя уже есть роль. Ура! Все тогда, показываю дальше. А тем временем на праздник Фругальда решил наведаться еще один игрушечный персонаж. Здесь, в подземелье замка, хранится мое могущество. 5 пробирок, 5 сил. А если их смешать, получится суперзелье. Главарь клана как раз будет на празднике. Это шанс. Шанс доказать, что я был прав. И никто меня не остановит. О подробностях зрителю предстоит узнать позже. А пока стоит сосредоточиться на самом празднике. Ох, умаялся после такой дороги. Сейчас бы попить чего-нибудь такого холодненького. О, кофейня. Здравствуйте. Один чай с собой, пожалуйста. Ну а кто это уже друзей своих не узнает? О, какие люди в Голливуде. Здорово. Ты тут как? Да, наверное, так же, как и ты по приглашению. Вот, разрешение взял. Бизнесы проворачиваю. Вот оно что. А как ты раньше-то прилетел? В мистере Авиа твори чудеса. Низкие цены, никаких доплат, еще и полет быстрее, чем у других. Вот такая вещь. А вот в этом абзаце буду искренен. Удивил. Ладно, пойду еще погуляю. Увидимся. Про меня-то все забыли. Нет, не забыли. Игрушки, которые когда-то выбросил Леонид, были сначала оставлены в саду, как декорации. Но при помощи умения философа они стали частью полноценной развлекательной программы. Так, ну вроде оно. Сейчас засохну, где попить хоть можно? Парень, тут хлеб сотку стоит, а кофе так тем более. Большой город, так что не удивляйся. Понятно. Лучше водички из-под крана попить. Мяу, помогите! Не кричи сейчас. Что ты сделал? Я тебе сейчас... Да стой ты, сейчас сам все узнаешь. Здравствуй, Котя. Не пугайся, все позади. Мы тебя не тронем. Что вам надо? Дело такое. Я глава клана защитников. Это очень секретная организация. Секретная? У вас табличка об этом на двери висит. Это не важно. Важно, что ты избранный, и теперь тебе предстоит защищать наше могущество. Мяу, ничего не понимаю. Можно просто домой пойду. Послушай, пожалуйста, на тебя вся надежда. Мы долго искали достойного, кто сможет продолжить наше дело. Я так понимаю, вы его не нашли, а просто решили взять первого попавшегося. Да нет же, ты и есть тот достойный. Да я же ничего не умею. А вот в этом ты ошибаешься. Пройдем со мной. Вот, тут у нас время от времени проходят тренировочные бои. Сейчас и проверим, что ты умеешь. Главное, не бойся ударить. Все противники – роботы. Постойте. Мяу, отстань. Да сколько вас там? Ну вот, а ты говорил, что не умеешь. Для первого раза это даже отлично. Мне тебя остается лишь немногому научить, и получится из тебя отличный защитник. Слушайте, я уже как-то смирился со всеми этими кланами и прочим. Но все-таки почему именно я? Так, давай сначала приходи в себя, потом приходи в гостиную, и я тебе расскажу. Годы работы.
чертежи, детали. Все не зря. Долги нужно возвращать вовремя, Фрогальд. Нехорошо поступаешь. Ну ничего, ничего. Сегодня-то ты и расплатишься. Сильный телеканал. Сильное кино. Программа «Заходи на огонек». Вот уже на протяжении недели на окраине Праги проводятся раскопки. Ученые из французского университета научных шпателей установили, что именно в этом городе несколько тысяч лет назад мог быть один из схронов древних пиратов. За данным событием, все это время наблюдают исследователи со всего мира, но пока что поиски безрезультатны. И если уж речь зашла о пиратах, то сегодня утром полиция задержала одного из крупнейших подпольных мастеров в Чехии. Среди его арсенала был найден самодельный мерчендайз, такой как плакаты, наклейки и игрушки. Интернет-проекты, такие как веб-комиксы. Осужденный был приговорен к домашнему аресту на 3 года и штрафу в размере 24 тысяч чешских крон. Подробнее расскажет наш корреспондент Сава Филинова. Ингаляторы «Иду бухать». Новый вкус. Малинка. А сейчас начинается продолжение конвейера мыло-хоррора. На этот раз сказки ожили, напугали, навредили, убили, сгорели, выжили, переписались, проштурмовали Манхэттен, еще раз сгорели, а теперь вы создались и теперь точно всем капец. Кушайте, не обляпайтесь. Или обляпайтесь, нам так же пофиг на вас, как и на создание этого фильма. Его даже озвучивает робот, несмотря на многомиллионный бюджет. Капец, по телевизору 500 каналов, а смотреть нефига. Пойду пожру хотя бы. А я не понял, что это делать в холодильнике. И куда мне теперь деваться? Тут же кинотеатр где-то есть. О, ты тоже сюда? Угу. А то королевство вроде большое, а скучно, капец. О, кино собрались смотреть. Так и я с вами. А кофейня? Закрыл на обед. Ну тогда ладно, пойдемте. Спасибо, что посетили Королевский театр. Перед началом фильма будут представлены трейлеры картин, которые скоро появятся в прокате. Приятного просмотра. Всем привет! Меня зовут Киса. Киса. И у вас есть уникальная возможность посмотреть, как я живу. Как я живу. Это будет возможно в моем фильме «Певица в шоколаде». Совсем скоро в кинотеатрах. Жду вас, мои любимки.
Здравствуйте. Сегодня начинаю свой всход на Эверест. День первый. Стою у подножья. Сейчас буду начинать. День второй. Поднимаюсь по пока что протоптанным дорожкам. Пока дорога есть. Первые 5 километров. Дальше там уже посмотрим. Так, день где-то 10. Я уже прошел 5 километров. И здесь действительно кончается дорога. То есть придется протаптывать дальше самому. День 15 вроде по счету. Дорога дается с большим трудом. За эти 5 дней прошел только 1500 метров. Но я чувствую, что уже пик скоро. Вот организовал небольшой привал. Высота где-то 7500 метров. Сегодня очень солнечная погода, без вьюги, метели. В общем, отличная погода. Правда, еда уже кончается, да и вода тоже. Но я надеюсь, что я выживу и достигну своей цели. Пожелайте мне удачи. День 30. Я наконец-то достиг пика. Делаю я это ради одной только цели. Чтобы оставить достижение для своих потомков, что их предок покорил Эверест несколько лет назад. Собственно, эти земли очень опасные. Немало человек здесь полегло. Вот как этот бедолага. Ну-ка, мужик, ты живой? Нормальное кино. А вы как? Нормально. Пойдет. Пойдет. А ты кто? Неважно. Прощайте. До свидания. Знаешь, на самом деле я тебя давно знаю. Твой отец состоял в нашем клане. И дед, и прадед. Я как основатель застал несколько поколений. И хочу подметить, что тогда они были лучшими среди остальных. Однажды, на выполнении сложной миссии, твой отец был тяжело ранен. Прежде чем погибнуть, он просил присмотреть за тобой. Он много тебе мне рассказывал. Ты тогда был еще совсем маленьким. И вы пристроили меня сюда, чтобы меня тоже где-то грохнули? Ну, как сказать, этот клан – дело всей моей жизни. Я хотел тебе помочь, но и его я не мог оставить. Я знаю, со стороны ты и выглядит так, как ты сказал, но я хотел бы тебя тренировать. Здесь ты можешь научиться многому, правда? К тому же ты недавно лишился работы, а без дохода ты вряд ли сможешь существовать. Тут у тебя будет и ночлег, и еда. Но выхода у меня получается нет. В любом случае я передумал уходить. Что ж, спасибо, что понимаешь меня. Старый я уже. Через час тренировка, приходи. Хорошо. Что ж, сейчас будет тренировка. Точнее, теоретический урок. Сейчас я тебе расскажу одну историю. И если вдруг у тебя остались какие-то вопросы, то теперь ты все поймешь. В этом и будет заключаться урок. Я вас внимательно слушаю. Когда-то давно жил на свете маг. Он был мастером своего дела, за всю свою жизнь изобрел множество лекарств. Однажды он задался вопросом, а можно ли стать всемогущим? Можно ли жить вечно или иметь неслыханную силу? Этот спонтанный вопрос был как огонь в глазах. Всю оставшуюся жизнь он потратил на изготовление таких зелий. По итогу вышло у него 5 разных пробирок. Сила, ум, долголетие, выносливость и власть над стихиями. Это должно было стать прорывом, но никто не вечен. Маг умер, а пробирки хотели своровать для нехороших целей. Правда, найти их тогда так никто и не смог. А вот спустя время мне с моими верными друзьями это удалось.
Тогда мы решили их спрятать подальше от глаз чужих и никому не дать ими завладеть. Так и образовался клан. Проходит время. Вместе с твоим отцом в клане был Желтый Медведь. На тот момент они были лучше остальных. И было бы все так хорошо, но один день поменял все на до и после. Дело в том, что историю этих зелий знал только я. И однажды я совершил ошибку, рассказав ее этим двум. Если твой отец еще больше вдохновился на защиту пробирок, то вот Желтого будто бы подменили. Сначала он стал пропускать тренировки, потом вовсе сбежал из клана. Потом, ни с того ни с сего, он решил своровать пробирки, как-то узнав их местонахождение. Мы, конечно же, попытались противостоять ему, но он совсем озверел. Он нанес сильное ранение всему клану, а твоему отцу не повезло больше всех. Его ранили смертельно. Но Желтый сам оказался в тяжелом состоянии, поэтому отступил и скрылся, не успев забрать зелья. Мне сначала казалось, что он одумался или что-то еще, но недавно я узнаю, что он поедет на праздник к Фрогальду II. А что в этом такого? Дело в том, что в подземелье замка и спрятаны эти пробирки. Это значит, что он снова решился своровать их. А так как в королевство поеду и я, то будет схватка. Но я уже буквально немощный и не смогу противостоять ему. Мне нужен напарник. Поэтому ты тут. Я уже даже не знаю, какую эмоцию использовать. Сколько хоть времени у меня остается на подготовку? 2 часа. Сколько? Пожалуйста, не нервничай. Я сначала тоже беспокоился, думал, зачем я тебя в это ввязал. Но потом увидел, как ты сражаешься с роботами и понял, что ты, оказывается, уже многое умеешь. И в принципе, еще немного и можно отправляться в путь. Готово. Главное отбросить подальше. Да не забыть. Это активировать игрушки, а это взрыв. Чтобы все прошло по плану. Еще раз. Я пробираюсь в подземелье. Там краду пробирки. Если этот старый попытается помешать, то даю отпор. Смешиваю содержимое и получаю вечное могущество. А там мне уже никто не сможет помешать. Так, Котти, вот наш план. Мы едем на праздник. Наша задача будет вычислить незваного гостя, не привлекая внимания. Когда Желтый пойдет в подземелье, остановить его. План очень сырой, но если все пойдет как надо, то все будет хорошо. А нельзя эти зелья как-то перепрятать? Куда? Там легко заблудиться, если идти дальше, а если где-то на поверхности, то наоборот будет легче их украсть. Жаль. Итак, дорогие родственники, друзья, ну и другие. Рад приветствовать всех тех, кто смог прийти на праздник. Сегодня мы собрались, чтобы отметить открытие моей новой развлекательной программы в королевстве «Супер Сад». К сожалению, ответственный за вагонеточный аттракцион начинает работу только со следующей недели, поэтому мы сразу перейдем ко второй части. Это программа с нашими садовыми игрушками. За исполнение этой идеи ответственным был наш мастер Доминик Саркиста, за что я ему бесконечно благодарен. А где Фроги? Его не ждем? Так вот же он. Фроги. Фроги, не балуйся. Вставай к остальным. Итак, как вы уже заметили, игрушки обладают свободным передвижением. И, кстати, могут говорить. Да мы и до этого могли. Просто не пообщаться, не погулять толком негде было. Ну, не суть важна. Лоренти, угости всех шампанским. Хорошо. Нет, спасибо, я лучше воды. А я лучше валерьянки. Кстати, а вот тебя я смутно помню. Напомни, пожалуйста, кем приходишься? А, да я троюродный племянник ваш. Странно, что не помните. Я же почти на всех семейных мероприятиях был с вами. Вот, помните первый юбилей королевства? О, помню. Отметили знатно. Вот, и я там был. Зато в кадр никогда не попадаю. Ну, хорошо. Отличный десерт. Кстати, а где ваша семья? На курорт на какой-то отпросились. Вот уже вторую неделю на островах отдыхают. Леонид II только не захотел. Так вот он сидит. Так, ну, что-то мы как-то скучно сидим. Фроги, музыка.
Привет. Привет. Тебя как зовут? Котти, а тебя? Я Макс, будем знакомы. Скукотища вообще, согласись. Мне тоже не особо нравится. Я думал, поинтереснее будет. Да я тоже так думал, а оно... Здравствуйте. Котти, ты помнишь, зачем мы тут? Так я ненадолго отвлекся. Пожалуйста, сосредоточься. Ну ладно. Макс, я тут отойду ненадолго. Ты куда? По очень важным делам. Ваше Величество, вас продолжать обслуживать или вы дальше сами? Так, ну, время уже позднее, так что ты свободен. Спасибо большое, желаю хорошо провести вам время. И я-то учусь. Доминик, но ты-то куда? Останься еще поешь. Ладно. Я вернулся. Макс, на чем мы там остановились? Котти, не забывай. Хорошо, хорошо. Так на чем? На том, что нам праздник не понравился. Вот, а на этот счет у меня есть один анекдот. А теперь-то я выйду. Ой, иди. И что дальше? Теперь пора приступать. Шаг номер 2. Выключить электричество. Да елки-палки, где тут чё? Наверное, пробки выбило. Надо будет пойти включить. Шаг номер 3. Активировать игрушек. А у игрушек всегда были такие яркие глаза? Теперь немного подождать. Мужик, там капец. А вот свидетели мне не нужны. Обратно тебе относить рискованно. Можно и самому на игрушек напороться. Полежи пока тут. Здравствуйте. Меня зовут Глеб Капустин. Я нахожусь в сказочном королевстве короля Фрогальда II. Здесь очень страшно. Здесь летают призраки. Я еле как спрятался. Я боюсь. Тихо, 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 тихо. Надо осмотреться. Ой. Давай. В избушку. Так, садись сюда. Так, а я пойду дверь подопру. Да твою ж налево, но вот еще тебя тут не хватало. Так, что тут? Так, на, вот это, закрывай вот эту часть. А я пойду на улицу. Опа. Короче, я сейчас вот эту вот трубу набил всяким хламом. Ну, вот тут валялась на дорожках. Я сейчас печечку разожгу. Вылетит, как ядро из пушки. Так, спокойно, это я. Ты продолжай держать, а я... Сейчас я тебя устрою с легким паром. Теперь ждем. О, слышал? Готово. Теперь можешь отпускать. Отлично сработано. Дай 5.
Где они? Вон там должны быть. Где щиток? Вот щиток. Так, что тут? Все целы? Мы нормально. Так, а где Лоренси? Да нормально с ним все. А где Макс? О, доброе утро. Если не помнишь, я тебя вчера огрел лопатой в саду. Ну, не обижайся, дело очень важное, сам понимаешь. Свидетелей быть точно не должно. Поэтому я сейчас просто выйду, активирую свои творения, над которыми я работал годами. Они там тебя уже покромсают на части. Ладно, пойду, развлекайся. А я пойду другое дело завершать. Он его даже не заметил. Ну ладно, мне выгодней. Ну, посмотрим. Готово. Наконец-то. Теперь весь мир будет подчиняться мне. Ой. Философ, это что было? Ты нас поубивать, падла, захотел? Нет, что вы, я сам не знаю, как так вышло. Заждались меня. Желтый, неужели ты все-таки сделал это? Я уже чувствую, как ко мне приходит сила. Сразимся же. Вот это блокбастер. Власть теперь в моих руках. Я всемогущий. Ага, размечтался. Кути, ты как это сделал? Помните, когда я в разговоре с Максом ненадолго отлучился? Так вот, я спустился в подземелье, нашел эти пробирки и заменил их на обычную крашеную воду. А те где? В сейфе в домике слуги. Ты пробрался к нему в дом? Нау, окно было приоткрыто. Очень странно, что его не тронули. Ай, ты мне походу ребро сломал. Так, ну давайте вызывайте кто-нибудь полицию, чтобы вот этого вот повязали и того. А он где? Ох, елки-палки. Ну и бойня тут была. В любом случае, на одного свидетеля меньше. Как бы не так. Ах ты! И что ты мне теперь сделаешь? Куда микроволновку? Нет. Тварь. А вот с одной вещью ты все-таки просчитался. Блин, жалко. Все целы? Все. Мне даже страшно спросить, что тут произошло. Капец тут произошел. Дома нет. Погодите, а вот это что там? Новость недели.
Вчера днем на территории сказочного королевства в ходе несчастного случая была найдена шкатулка с драгоценностями. Среди найденного можно выделить древнее золото, алмазы, изумруды, рубин и жемчуг. Экспертиза показала, что возраст содержимого превышает 5000 лет. Предположительно, это один из кладов древних пиратов, что имеет большое историческое значение мирового масштаба. Общая стоимость уже оценивается в $170 миллионов. Сокровища были переданы во Всемирный музей в Той-Сити, а в качестве благодарности находчикам было выделено 5 миллионов евро. На этом все. Берегите себя и хороших вам выходных. Так все и закончилось. Котти вернулся на телевидение. Всем привет! Рад приветствовать вас на нашем новом шоу. Теперь я буду готовить не один, а с моим товарищем. Познакомьтесь, это Макс. Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня мы готовим мясо по-французски. Это блюдо готовится из доступных ингредиентов, но при этом имеет интереснейшую историю. Максим переехал в Прагу и работает вместе с Котти. Фрогальд ремонтирует королевство и скоро сможет снова принимать гостей. Прекрасно. Желтого медведя отправили на перевоспитание. Клан защитников набирает новых избранных. Вот это приключение, конечно, было. Ну так я же говорил, что туда надо было ехать. Соглашусь. А главное, ведь нам же тоже перепала часть от того вознаграждения. Поэтому теперь мы наконец-то можем заняться нашим проектом. Да, теперь нам ничего не мешает. А Глеб с Артемом наконец-то получили бюджет для разработки игры. Впрочем, это уже совсем другая история. Как вы прокомментируете убийство Доминика Саркисто? Да кому нафиг нужен этот алкаш? Потерпевший дали показания, и суд установил, что он полностью виновен. Поэтому, не жалко. Как думаешь, их починить можно? Наверное. Ну, то есть это будет в любом случае стоить немалых денег. В принципе, если воспользоваться частью вознаграждения, то может и получится. А какие у нас хорошие механики есть? Мы же сотрудничаем с Praga Toys Ltd. Можно к ним обратиться. Знаете, над фильмом была проделана большая кропотливая работа. Это может прослеживаться в каждой секунде фильма. Все эти костюмы, персонажи, локации. Все продумывалось до мелочей. Думал, я так скажу. Мнение на то и мнение, что свое. Короче, фильм зашибись. Этим все сказано. Что сказать? Ну, в фильме всего понемногу. Этим он и хорош. Также режиссер молодец. С нулевым бюджетом выкручивается как может. Когда я пришел на съемки, мне дали список свободных ролей. Там осталась только роль бороды философа, забора и ведущего в телевизоре. Но какой в моем возрасте ведущий? Благо, в один из дней мне сообщают, что актер Леонида II вышел на пенсию. Поэтому эта роль досталась мне. Сам фильм мне не понравился, потому что, когда я пришел на предпоказ, охранник подумал, что я потерялся, и отвел меня к маме.
просто не растут, для них ведь нужен труд, много трудилась я. Отдавай же мне деньги, все до копейки отдавай, отдавай же монеты, купюры, слитки отдавай. Ну давай же, опустошим тот банкомат. И если счастье не купить, что ж денег я счастливая. Теперь, когда взрослая, открыла свой бизнес я, добыча янтаря. Агат, нефрит, малахит, и мое темя блестит, корона у меня. Скажи бесплатно, о да, бывает в луже вода, бриллианты никогда. Но деньги просто не растут, для них ведь нужен труд, много трудилась я. Отдавай же мне деньги, все до копейки отдавай, давай же монеты, купюры, слитки отдавай. Ну давай же, опустошим тот банкомат. И если счастье не купить, что ж с денег я счастливая. Отдавай же мне деньги, все до копейки отдавай, отдавай же монеты, купюры, слитки отдавай. Ну давай же, опустошим тот банкомат. И если счастье не купить, то с денег я счастливая. Эй! Что ж, с денег я счастливая.